Всем добрый день! Этим видео я начинаю небольшую серию уроков по разбору своего личного проекта. На основе этого проекта я расскажу свой основной пайплайн работы над такими крупными сценами, по размещению элементов, работы с отдельными объектами, с декалями, с текстурами, с мегаскановскими ассетами, с освещением, рендером и так далее. 90% всей работы над этим проектом проходило в Twinmotion, то есть весь моделинг, текстуринг, все объекты, все создавалось внутри программы, либо загружалось из встроенных внутрь библиотек. Единственное, что я делал не в Twinmotion, это финальный постпроцесс, то есть он проходил в Photoshop и в DaVinci Resolve. Видео я постарался сделать максимально информативным и кратким. Приятного вам просмотра. Начинаю свою работу, конечно же, с поиска референсов, так как что-то подобное я собирался сделать уже давно, поэтому у меня был подобран, скажем так, уже определенный сет из художников, на которые я хотел бы ориентироваться, получать какие-то похожие работы. Поэтому я пооткрывал их портфели в Workstation и в отдельной вкладке сейчас открываю те работы, на которые я хотел бы ориентироваться и получать что-то подобное. Затем я их перекопирую на второй монитор, такую замечательную программу, как PureRef для работы как раз таки с изображениями, с референсами, и уже на протяжении всей своей дальнейшей работы буду постоянно держать их на втором мониторе, буду смотреть на детали и элементы, которые мне больше всего приглянулись в этих работах. Все, теперь открываю PureRef на основном мониторе и раскидываю по группам те работы, которые я повыбирал, то есть группирую их по элементам, которые мне приглянулись в той или иной работе больше всего. Все, и после этого переходим в Twinmotion, удаляю все базовые элементы, добавляю обычный ground, накидываю на него сразу же темную землю какую-то коричневую, потому что в таких тонах будет создаваться наш проект. И здесь же сразу же выставляю первым делом камеру, и сразу же, чтобы у нас элемент камеры всегда был выведен в углу экрана, я нажимаю в доп-функциях Media Preview. Все, после этого я перехожу к следующему не менее важному этапу, это блокинг, это расстановка основных элементов по сцене, то есть сразу же в окне камеры в правом нижнем углу экрана можем ориентироваться, как это все будет у нас выглядеть приблизительно в финальном кадре. Все, блокинг не стоит игнорировать, потому что это один из важнейших этапов, он нам сразу же позволяет определиться с масштабами нашей сцены, составить основную композицию, просмотреть, как элементы будут сочетаться друг с другом, как это все будет приблизительно выглядеть на финале нашей работы. Блокинг стоит делать даже в том случае, если у вас уже есть заготовленные какие-то высококачественные ассеты, какие-то высококачественные объекты, там те же дома, машины и так далее. Все равно я рекомендую для начала добавлять их в сцену просто примитивами по их размерам, чтобы они нас не отвлекали. То есть и вокруг них уже затем собирать всю остальную локацию, после того, как блокинг будет закончен, уже начинать заменять их на наши качественные ассеты. Как я уже сказал, это будет меньше отвлекать наше внимание, то есть так мы можем лучше сосредоточиться именно на композиции общей, на постановке камеры, построении базовых элементов в сцене и так далее. То есть блокинг — это не только можно всякие твердотельные элементы добавлять, типа здания, автомобилей, каких-то летающих там частей и так далее. Также можно и базовые природные какие-то формы, там цилиндриками те же деревья подобавлять, камушки там какими-то отдельными элементами. То есть и сразу же я перехожу к неймингу, то есть собираю по папочкам наши элементы. По неймингу, казалось бы, вроде не такой важный аспект, но если вы изначально сразу будете после каждого этапа компоновать все по правильным названиям по папкам, то в конце вы себе скажете огромное спасибо, когда в вашем проекте количество объектов может переваливать за несколько сотен или даже тысяч, особенно если к этому проекту придется возвращаться через время, и у вас там будет все красиво и правильно скомпоновано, то это очень сильно вам просто поможет и не будет вас выбешивать в дальнейшем. Небольшое отступление. На начальном этапе я сразу же включаю вертикальную синхронизацию в настройках программы, чтобы не было подергивания экрана и картинка у нас была более плавная, без разрывов. Нейминг я делаю всегда на английском языке, и тоже вас призываю сразу же себя переучивать, делать все на английском, потому что многие программы просто тупо не воспринимают русские буквы. То есть может доходить вплоть до того, что программа просто даже не будет видеть или будет открывать с ошибками ваш файл, если там будут присутствовать какие-то другие элементы, кроме английской раскладки. И тем самым вы сразу же обезопасите себя на будущее от каких-то проблем, багов
с экспортом, импортом элементов, особенно между отдельными программами. Все, теперь я приступаю к такой черновой деформации ландшафта. Вот, ландшафт все равно впоследствии будет полностью весь перекрыт отдельными ассетами, то есть сейчас это опять-таки делается просто для построения общего фона, для построения общего мира, чтобы понять концепцию всех элементов. К тому же в Twinmotion это делается достаточно быстро и просто. Все, здесь я начинаю потихоньку играть с элементами среднего плана, все понемножку двигаю, расставляю, корректирую, редактирую. И сразу же смотрю, как это будет на финалке выглядеть в превью камере. По поводу этих элементов, которые не попадают в кадр, я все равно их расставляю, потому что они у нас будут играть все равно на общую атмосферу. В том плане, что те элементы, даже которые не входят в кадр, они все равно влияют на освещение, то есть на отражение, на какие-то дополнительные там природные там эффекты и так далее. То есть все равно хотя бы в примитивном виде, но нужно прорабатывать сцену со всех сторон, со всех элементов, чтобы потом все это выглядело более живо, более реалистично. Все, воду я добавляю обычным плейном, то есть сразу же немножко тоже подстраиваю материал, чтобы она у нас так, не выбивалась сильно из общей атмосферы. То есть это такая черновая как бы прикидка, здесь сильно много времени на это тратить не стоит, то есть это просто, чтобы она у нас лежала в сцене, и мы ориентировались уже на нее. Все так же я продолжаю заниматься блокингом, переключаюсь назад в камеру, немного редактирую ее положение, какие-то там настройки типа фокусного расстояния, угла и так далее. То есть, и сразу же под нее подстраиваю, подгоняю общие элементики. То есть у меня здесь не было никакого точного, скажем так, плана, что я хотел получить в итоге, поэтому здесь методом экспериментов просто смотрю, что мне больше нравится, какие элементы неплохо так будут сочетаться и так далее. Вот, и таким образом мы потихонечку простраиваем общий вид нашей локации до тех пор, пока она не примет тот результат, к которому вы будете стремиться. Все, теперь я уже перехожу к более мелким элементам, к более детальной проработке всей локации. Я еще раз открываю референсы, то есть смотрю на те элементы, которые мне больше всего нравятся, чтобы на них ориентироваться. И начинаю прорабатывать уже средний план более мелкими детальками, чтобы придать более интересные общие формы. Элементы я дублирую через инстансы, так как, во-первых, это снижает нагрузку на систему, во-вторых, так просто быстрее и проще, чем каждый раз перетаскивать их из библиотеки. На этом этапе понимаю, что базовый материал сливает у нас все элементы в кашу, на нем вообще непонятно разграничение между отдельными элементиками, и поэтому через базовый материал. И просто для чернового
вида раскидываю базовые материалы бетона, чтобы сразу же видеть, как это приблизительно будет выглядеть на финалочке. Тоже здесь сразу накидываю различные материалы, смотрю, как они приблизительно друг с другом будут сочетаться, но затем в дальнейшем они все равно будут все перезаменены на более качественные материалы из Мегаскана. Тоже основу я решаю сделать более темной, именно крупные элементы, а более мелкие уже более светлым элементом. Так оно, на мой взгляд, получше будет сочетаться, так получаем более интересный результат. Здесь также через инстансы дублирую сразу несколько элементов с определенным шагом, чтобы разнообразить как-то нашу базовую форму, разбить ее на более мелкие элементы, сделать какие-то более интересные участки. Вот все это немножко тоже подгоняется, понятное дело, настраивается и так далее. То есть здесь идет уже более мелкая работа, чтобы получить более интересный результат, который уже будет к себе притягивать внимание, и каким-то образом все это вместе, чтобы неплохо сочеталось. Вот здесь я заметил, что очень неплохо так играет элементы именно со ступеньками, так как у нас такая техническая, скажем так, сайфайная архитектура, поэтому очень здесь хорошо сочетаются вот элементы, которые идут такими как бы с каскадами, ступенями друг с другом. Оно в данном случае играет очень хорошо на общее восприятие. Потолок сильно в кадре у нас виден не будет, поэтому никакие сложные штуки я здесь не выдумывать не стал, просто продублировал несколько кубов через инстансы с определенным шагом. Вот. Ну и также на переднюю часть тоже добавил отдельно балок, которые создадут такую нестандартную, более интересную фактуру. Также я постоянно переключаю гизму между мировыми и объектными системами координат, чтобы мне удобнее было позиционировать отдельные блоки. Также я постоянно переключаюсь на вид из камеры, чтобы посмотреть, как это все у нас будет выглядеть на финальном кадре, потому что этот проект я как бы собирался делать под буквально там 1-2 ракурса небольших, вот, поэтому, чтобы, скажем так, не выполнять лишнюю работу, не прорабатывать те элементы, которые не видны в камере, и наоборот проработать максимально хорошо, чтобы они сочетались и выглядели совместно в наиболее выгодном ракурсе в той части локации, которая будет у нас в фокусе камеры. Я постоянно включаюсь в вид от нее, немного как-то ее редактирую, подправляю, то есть это там подкручиваю и так далее. Ну и с базовыми формами я на этом заканчиваю, и пришло время накинуть уже финальный материал на наши поверхности бетона. Для этого я перехожу на сайт Quixel Megascans, так как на нем гораздо удобнее выбирать какие-то элементы, чем все это делать через библиотеку Twinmotion, там где ничего не видно, ничего не понятно, поэтому я вначале выбираю на Quixel'евском сайте понравившиеся мне элементы, а затем уже через поиск или по аналогии по тем же папкам я ищу их уже внутри Мегаскана и сюда сразу подгружаю несколько различных вариантов поверхности, смотрю, как они друг с другом сочетаются, тоже переключаюсь в вид от камеры, то есть здесь все. И на этом этапе я уже переключаюсь на люмен, чтобы понимать, как эти материалы будут сочетаться вместе один с другим уже на финале, потому что рендерить мы будем в люмене, соответственно, подборку материалов мы делаем при включенном люмене. И также в настройках теней я переключаюсь на параметр Accurate и Sunbias, увеличиваю немного больше, потому что в базовом значении, когда он стоит на 50%, у нас появляются неприятные лесенки в тенях, и меня это бесит, поэтому я выставляю где-то процентов 60-70 на производительность. Это в принципе никак не влияет, но при этом все тени, все края у нас становятся очень мягенькие. Вот. Если у вас есть также дополнительные источники света, можете покрутить параметр Light Beer, чтобы улучшить отображение их теней, но этот параметр влияет на производительность уже гораздо сильнее. Все, освещение я стараюсь сразу настроить на теплые тона, потому что моя финальная задумка как раз таки должна выполняться в теплой такой атмосфере.
Из сцены удаляя лишний материал при помощи вот этого веничка, чтобы они нас не сбивали и не мешали нам в дальнейшем. Также немного перестраиваем гаскановские материалы, меняем немного оттенки и цвет, чтобы они лучше друг с другом сочетались. Также постоянно пробую какие-то другие варианты, смотрю, как это все вместе будет выглядеть. Вот, потому что никогда не стоит как бы сразу, с одним каким-то определить. Все, попробуйте различные варианты, посмешивайте их, посмотрите, как оно друг с другом будет выглядеть. И для того, чтобы масштаб текстур никак не зависел от масштаба объектов, в настройках материала, в параметрах UV переключаю трипланар проекцию на Local Space. Все, и теперь уже настало время наконец-таки перейти к более подробной работе с объектами, к нанесению декалей. Декали я также вначале на сайте просматриваю, какие мне больше всего нравятся, и затем уже начинаю их потихоньку добавлять в Twinmotion. Все, декалей здесь у нас будет много, добавляю их изначально. Вначале я добавляю одну базовую декаль, настраиваю, а затем уже через инстансы раскидываю ее по локации. Огромный плюс работы с инстансами в том, что они практически не отнимают ресурсов у компьютера. То есть они практически не занимают видеопамять в нашей видеокарте, они не требуют дополнительный вызов на отрисовку, соответственно оптимизация у нас выше. Минус инстансов то, что они у нас все привязаны к родительскому объекту, то есть все изменения родительского объекта у нас также сказываются на дочерних объектах. Вот, поэтому я как бы посвойно добавляю определенные типы декалей, то есть настраиваю их, затем раскидываю по локации. Так как декалей у нас будет очень много, поэтому работаю таким образом. Вот, то есть не обязательно даже каждый раз забрасывать разные, можно одну и ту же декаль с разными параметрами, с разными настройками через различные параметры смешивания. То есть вот в настройках каждой декали я кручу обязательно opacity, это прозрачность этой декали, чтобы через нее просвечивалась базовый материал, который наложен у нас под ней. То есть opacity никогда не ставим на 100%, то есть даже если это у нас какая-то там картинка или еще что-то, все равно в районе 90% оставляем, так оно будет выглядеть более реалистично, более приятно глазу, то есть она у нас будет такая полупрозрачная, положенная наверх объекта. Также в некоторых декалях немного подкручиваю ковер, чтобы они лучше сочетались с поверхностью и с друг другом. Какие-то крупные разрушения набрасываю сразу же на углы, то есть и на углах смотрите, что нужно накидывать эту декаль на оба этих угла, то есть чтобы она у нас как бы не выглядела так, что она просто обрывается и все. То есть она у нас должна хорошо сочетаться одно с другой, оно должно как бы переходить из одного элемента в другой элемент. Вообще декали как бы мощнейший инструмент, при помощи него можно создавать отличные штуки, при этом тратя очень мало времени, то есть не нужно вручную все это текстурить, не нужно вручную создавать развертки на объектах и так далее, то есть просто накидываем основные примитивы и затем уже все это декалями как бы текстурим таким методом получается. Вот, как бы их не обязательно использовать там прям целиком, как видите здесь на этих трещинах, часть даже оставляю в воздухе, и при этом все это неплохо выглядит. И работа с декалями это уже такой творческий процесс, и здесь обязательно ориентируйтесь на референсы. То есть референсы у нас собираются не обязательно в начале проекта. В начале мы подобрали с вами основные элементы, которые нам нравятся по атмосфере, по композиции и так далее. Но также в процессе нашей работы мы продолжаем докидывать сюда различные картинки, какие-то изображения и так далее. То есть там с Pinterest, просто даже с Google их находим. Вот, особенно когда мы начинаем такие мелкие проработки уже заниматься, то есть нам нужно на что-то ориентироваться, потому что то, что у вас в голове, оно обычно эти все какие-то идеи, они отрывочные, то есть мы не видим всю картину целиком, как эти элементы должны между собой сочетаться, как это все будет смешиваться, как это должно выглядеть на определенных участках объектов, поэтому не ленимся, идем в интернет, находим побольше референсов под определенные части, под определенные объекты, под определенные части локации, и постоянно как бы держим их либо на втором мониторе, либо просто где-то под рукой. Для сборки определенных референсов не обязательно дожидаться нужного проекта, можно постоянно их потихонечку собирать в отдельные папочки, то есть на компьютере или там на телефоне. Просто понравились какие-то изображения, сохраняйте их сразу по группам, по отдельным
категориям, и затем уже во время работы, чтобы вам не тратить дополнительное время, сразу же открывать нужную группу, в том же Пуре все это забрасывать и там уже ориентируясь на них. То есть вообще идеальный результат, если вы работаете даже с какой-то архитектурой, еще с чем-то, это даже сделать свои собственные фотографии, то есть просто гуляете по городу, где-то там в отпуске и так далее, какой-то элемент там стены, забора, какой-то камень там понравился, еще что-то, быстренько сфотографировали, потом затем все это по папочкам раскидали, и у вас уже будет как бы наработанный пул каких-то изображений, которые при работе уже над своими проектами или над коммерческими проектами вы будете сразу иметь ориентир, то, что вы хотите получить в итоге, то, что вас заинтересовало, или даже, если что, можно показать заказчику и спросить, хочет ли он что-то в таком или таком плане. Вообще мелких деталей, как говорится, мало не бывает, но здесь тоже надо, конечно, себя периодически тормозить, потому что так можно просто уйти на часы в проработку каких-то элементов, а затем эти элементы, может, даже особо не будут видны и на финальной сцене. Поэтому я также периодически переключаюсь на камеру и смотрю, как это уже будет приблизительно выглядеть при финальном рендере. Вот, чтобы просто даже не делать пустую работу тех элементов, которые у нас не попадут в кадры, или те, которые у нас будут достаточно мелкие, и смысл на них сильно обращать никто не будет. Также переключение в камеру сразу же позволяет корректно оценить цветопередачу наших объектов, то есть может где-то какие-то параметры цвета подкрутить, там прозрачности, освещенности и так далее. То есть нам желательно постоянно возвращаться к финальной нашей камере, чтобы издалека уже оценить все это, как это выглядит, сочетается вместе. Также иногда можно раскрыть изображение на весь экран, просто отойти от монитора и посмотреть издалека, какие участки вам больше всего в общем восприятии нравятся, над какими можно еще посидеть, еще что-то где-то доработать, чтобы затем уже на финальных этапах работы не возвращаться опять к базовым каким-то вот этим элементам и не переделывать все это уже потом, когда это будет делать не очень удобно и так далее. Вот. Ну и также вы должны понимать, что часть изображения, скорее всего, будет в финале перекрыта какими-то другими деталями, поэтому тоже это стоит учитывать. Не стоит там прям досконально все там на 1000% все прорабатывать, до мельчайших каких-то трещинок и так далее. То есть сразу же держим в голове, где у нас будет находиться фокус нашего кадра, и уже отталкиваемся от него, смотрим, какие куда детали, элементы добавить. На этом с бетоном я закончил и перехожу к природным эффектам, то есть начинаю тоже набрасывать какие-то потеки. Потеки, соответственно, тоже здесь включаем голову и думаем по физике, где они у нас могли быть, а где все-таки они у нас уходят. Также здесь я постоянно использую такой параметр, как depth. Это то, насколько глубоко эта декаль будет проникать внутрь нашего объекта. Этот параметр очень часто помогает смешать, скажем так, декаль с соседними объектами, на которые она может взаимодействовать. И также идет в дело такой параметр, как sort order. Он у нас отвечает за иерархию наших декалей, то есть то, какие будут у нас находиться под низом и какие будут вверху. Соответственно, потеки — это элементы, которые у нас появились явно позже, чем основные разрушения на нашем бетоне. Соответственно, мы выдвигаем их на передний план, чтобы они были перед всеми остальными элементами, которые мы нанесли до этого. Вот также здесь, ориентируясь в логике, добавляю такие вот крупные
потеки именно на элементе, где у нас здесь тут воздуховод, вот это открытое пространство, так как оттуда попадает явно большое количество грязи. И также наношу такие явные потеки на элементы, которые находятся рядом с водой, так как уровень воды у нас по логике должен меняться, поэтому такие вот явные какие-то природные эффекты, которые связаны с этим, набрасываю на участки, которые под наклоном, которые идут у нас к водичке к нашей. Так как по логике это место достаточно сырое, соответственно, добавляются сюда какие-то куски плесени, какие-то, опять-таки, потеки, там, каких-то грибковых образований и так далее. Также наношу немного декалей на потолок, то есть здесь тоже так, как просто в общем виде накидываю. Как потолок у нас особо в кадре участвовать не будет, и просто он у нас будет находиться не в центре внимания, поэтому сильно там как-то заморачиваться и что-то прорабатывать не стоит, потому что все равно на него внимание будет обращаться по минимуму. Вот. И также тоже небольшие какие-то природные элементы добавляю на отдельные части, которые находятся на улице. Вот, тоже сильно на это не зацикливаясь, так как все равно это будет находиться далеко и в углу кадра. Опять-таки переключаюсь на вид от камеры, смотрю, как это будет в разном освещении все выглядеть, немножко просто экспериментирую, подкручиваю солнце и так далее. Ну и на этом этапе уже можно начинать делать первые полноценные тестовые рендеры, чтобы посмотреть, как это уже будет выглядеть на приближенном к финале виде. Ну и на этом этапе первый раздел работы с нашим проектом мы заканчиваем. Вот я вывел парочку тестовых рендеров, которые получились на данный момент. И продолжим тогда уже в следующем видео.